Доброго ранку. Сьогодні хочу показати чудо, яке виросло у мене на огороді, моєму квітнику. Це були посаджені люпіни. Але це зовсім не люпіни. Це листя таке, як у моркви, але квіти дуже схожі. В прошлом сезоне я заказала семена люпинов. Очень мне хотелось такие цветы. Посеяла, вырастила, посадила. По своим видео я показывала до цветения люпины и немножко возмущалась. Семена не из дешевых, много сортов покупала. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Вот здесь я, когда высаживала их в грунт, я сажала по 2, по 3 растения. Вот здесь 2 растения. И вот смотрите, вот это листья люпина настоящего. Но он еще у меня не цветет. А вот закладывает бутончик. Вот. Вот эти вот люпины, морковки. Смотрите, какая морковка. Они уже зацветают, начинают цвести. Я не знаю, то ли это собраны семена полевых люпинов, или я не знаю. Хотелось бы, конечно, культурные, с вот такими большими листьями. Хотя эти цветы тоже красивые. Вот эта морковка, листья как у морковки. Но я хотела не такие. Вот что это за цветок? Мне кажется, это совсем не люпин. Вот точно не могу сказать. Хотя цветет он очень красиво. Вот такие гроздья, похожие на гроздья люпина, но они намного мельче. Похожие на гроздья дельфиниума, но тоже намного меньше. И не такие листья, как у дельфиниума и у люпина. Вот еще вот такой розовый. Вот он красивый. Розовый. Здесь тоже розовый будет. Вот хочу показать, что все-таки не всем фирмам можно верить. Я уже не помню, в какой фирме я заказывала, в каком интернет-магазине. Но не то я ожидала. И вот здесь тоже у меня 2 растения люпина. И вот это растение у меня настоящего люпина. Оно легло. В общем, вот этот куст огромный морковки с цветами, он забил мне настоящий люпин. Поэтому сейчас я попробую его пересадить. Не знаю, подымется он или нет. И пересажу. Вот рядышком тоже вот такой огромный куст. По 2 я сажала. И вот здесь тоже рядышком 1 люпин. И он совсем не растет из-за того, что вот этот куст морковки с цветами его забил. Сейчас 2 куста я попробую пересадить. Этот более-менее большой. Уже трогать его не буду. Но сегодня хилотом железа побрызгаю, потому что вижу, что листья хлорозят. Нужно будет обработать. Выкопала я вот 2 растения настоящих люпинов. И сейчас по одному растению в лунку буду пересаживать. Лунку уже залила водичкой. И попробую пересадить. Здесь тенечек, чтобы его не пожгло солнцем. В общем, попробую вот эти 2 растения посадить отдельно от, наверное, люпинов полевых.
сейчас воткнула палку и хочу их немножко пристегнуть, чтобы по грунту не валялись. Их там просто забил вот этот большой красивый люпин морковкой, который сделан. Вот так листики будут висеть на... И проливаю. Так, хорошо проливаю, чтобы грунт был хорошо мокрый, потому что растение уже большое, и я пересаживаю его большим растением. Ему нужно очень много воды для того, чтобы он не засох. Пересадила я 2 своих настоящих люпина. Вот первый и вот второй. Но к этому пришлось присоединить опору, потому что он совсем такой вяленький. Буду их регулярно поливать, чтобы они не засохли. И посмотрим, что с них будет дальше. Это многолетники. Даже если в этом году они не будут цвести, то на следующий год они сами зайдут и расцветут так, как положено. Еще у меня остался под таким кустом один люпинчик. Вот такой. Но я его хочу не удалять. А когда отцветет вот этот цветок, его срезать и дать рост вот этому люпину. Хочу еще так попробовать. В принципе, то, что я хотела вам показать, я все показала. Эти тоже цветы, они очень красивые. Вот такие махровые. Вот здесь цветок махровый, розовый. Но что это за сорт? Что это за цветок? Этого я вам сказать не могу. Здесь цветы простые, но они очень красивые. Вот, смотрите, это простой цветочек, совсем простой. Рядышком махровый. Белые простые цветочки. Здесь не знаю, каким цветом еще будут. Ну вот, что это за цветы, понятия не имею. Но были выращены вместе с семенами люпина. Вот так они у меня растут. Очень красивые. Что я хочу подытожить? Ну, нельзя верить тому, что находится в упаковке. И это уже не первый раз. Настоящего люпина в упаковке было совсем немного семян. Остальные все семена вот таких цветов. На этом видео заканчиваю. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем до побачення. Все буде добре.